Ну, пожалуй, что да, знаю я немного, но как вам сказать? Какие-то вещи, да, я знаю. Я видел его несколько раз. Ну, сейчас я вспомню. Я в лифте его видел. В лифте видел, да, да. В лифте так мерзко у нас, вообще-то, да. Там смертью пахнет. И мы ехали вдвоем. Я пытался с ним поговорить, и какие-то вопросы ему задавал. А я, кстати, хотел ему... Я задал ему вопрос, снились ли ему сны о смерти. И что-то он... Мне кажется, он промолчал. Я не помню. А вышел он раньше меня. Вышел раньше меня, и такое впечатление, что он куда-то даже, может быть, в лес пошел. Или... Ну, не знаю, куда здесь еще ходить-то? В лес, может быть, или в магазин пошел. Он вообще такой человек с идеей, мне показалось. Он крепко задумывается обо всем. Я бы очень хотел с ним поговорить, спросить. Но он какой-то неуловимый, а я в то же время, ну, какую-то и неловкость испытываю, если так просто вот так вот подходить, спрашивать. Это, ну, я так не могу. Мы мало знакомы. Ну да, и мы с ним не знакомы, собственно, так. Мы просто в одном подъезде живем. Вот. И недавно, буквально неделю назад, наверное, он в лифт заходит со мной. Но это странно, как бы, потому что он лифтом не пользовался особенно. А тут заходит, и у него какие-то мотки с собой. Странные мотки. Шапка красная. Ну и я спрашиваю, а что это такое у вас? Он такой помолчал, такой помычал и говорит: ну, я улетаю. Я такая: ну хорошо, что ты скажешь? Ладно. И потом до 9-го этажа мы уже молча ехали. А мне тогда, в тот день, нужно было очень уехать из Южного Измайлова по какому-то очень важному делу, а я не помню, по какому делу, но очень нужно было уехать. Я торопилась, и я пришла на остановку на Большом Купавинском, да, я пришла на остановку на Большом Купавинском, и вот стояла на остановке, ждала автобуса. А мне нужно было очень, я торопилась, и никого на остановке нет. Никого, ни людей, ни автобусов, и даже не у кого спросить, а где автобусы. Я не очень понимаю, зачем из этого района вообще куда-то уезжать, потому что тут такой прекрасный район, типа столько кормушек и вообще... Но мне кажется, что вам нужно вам нужно выйти в переулок, а вот там этот человек где-то ходил, а потом он куда-то... Ну, я не очень помню. Я помню, что у него была лысина. Вот так. У него шапка примятая была. Это и ведро желтое в руках. А я очень торопилась. И
Я думаю, а что делать-то? Другого кандидата нет. Странный он какой-то. Я к нему подхожу и спрашиваю, а это 82-й, а он куда идет? Он говорит, не знаю. Когда он летал, он не ломал все деревья. Все деревья были нормальные. Лишь когда он упал. Да, когда он улетал, то все деревья стояли нормально. А когда он упал, все деревья погнулись. Да. Потому что все куски упали тоже. Да, она упала. Ракета взорвалась, и он с ней полетел вниз. Да, и она взорвалась. Ракета падает, она такая душ, и он опять душ. 8 мая. А день рождения у него было 7 июня. Ну, в общем, я не помню его характерных черт. Вообще, я потому что не умею фоторобот составлять. Но был какой-то чувак, нет, сейчас я уже подумала, что, может быть, это был не тот, который я вспоминала, какой-то другой. Потому что был еще какой-то чувак, который интересовался авиацией. Да. А вот эту точку, видите, красная упала. Ну, почти вот она сейчас летит уже. Вот там за лесом она и упадет. Вот. А вот также я вспоминаю, эта же красная же точка падала, когда я видел его. Да. И эта же точка, как-то странное совпадение, эта же точка падала, когда я увидел эту женщину. Она там стояла на остановке, такая какая-то вся скованная. Один автобус подошел, она не села. Второй автобус подошел, она стоит, смотрит что-то. И то ли она повизгивала даже как-то так неприятно, и она так вся... Блин, я не знаю. Вот это, конечно, да. Так вот, я через лес срезаю обычно, если с транспортом проблема какая-то, а это часто тут случается. Вот. И в то утро, вот о котором вы спрашиваете, я тоже срезала через лес. Да, я помню. Я пошла и, да, срезала. Семь 02. Я помню, куда идет этот автобус. А он опять мне говорит, не знаю. И он такой он не отвечал, и он как-то странно себя вел. Он же был один, а мне куда? Мне нужно было ехать. У меня очень важные дела были в этот день. Из этой остановки на Большой Купавинской. И этот человек, и я его спрашивала, а почему вы тут стоите тогда? Интересное кино, а почему вы тут стоите, когда вы не знаете, куда едет автобус?
А я никуда не еду. Как это вы никуда не едете? И я его спрашивала про все автобусы, потому что мне нужно было ехать, потому что у меня был очень активный день. Ну, где-то 33 лет, ну, года назад, ну, 33. Мы его видели. Да, и потому что вон там его призрак. Может, мы видели, как он умер там. Да, у него была красная шапка. Больше я вам ничего не скажу. Полет. Ну, скажу честно, полету хочется. Есть такая потребность. Мне кажется, такая потребность есть в каждом. Просто молчат, что ли, забывают, не хотят, не знаю. Летать высоко. Летать отсюда и как можно дальше, надолго, да может даже навсегда. Но эти жители, ну что, ну они везде, они всегда, они повсюду, они вездесущие, понимаете, вездесущие. Ну что такое? Ну как так? А вот так. Я его хорошо помню. И помню то, что он никогда не пользовался лифтом. Совсем не пользовался. Ну, совершенно. Странное дело. А жил-то высоко. А лифтом не пользовался. Красная шапка, желтые перчатки. Это дурацкое желтое ведро. Дурацкое желтое ведро. А лифтом не пользовался. Полет. Ну, хочется полету. Очень хочется.